Привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сразу покажу немножко вот этого дня, 13 мая, да. Я был тогда в Риме и скетчил Колизей. И вот здесь вот я засел, вот здесь, тут сидит Наташа, мы вместе рисовали, я сижу в Пезаро, она мне пишет в Инстаграм, типа, приезжай, будем скетчить Рим. Я такой, окей, попробую. И в итоге мы добрались до Колизея. Ну и много еще где порисовали. Выбрали такое довольно эффектное место для того, чтобы сидеть рисовать. И вот я сделал там такие панорамы. Можно посмотреть поближе. Раньше у меня почему-то с такими панорамами работало, но Google Фото, да. Теперь другой смартфон, и, к сожалению, теперь почему не могу делать такие панорамы. Вот суперские сосны итальянские, и там карабинеры стоят, ждут. В общем, такой набор рисования. Вот моя большая папка, я с них ходил. И формата А3 такая подборка. На ней мои наброски, там какие-то бумажки, по-моему, чтобы промакивать это все. И карандаши, аквабраш, перо мое, скетчбук, наверное, тоже мой. Наташа скетчит в своем большом скетчбуке. И с такой сумочкой сидим, весело. Немного поснимались для фотосессии, у кого что происходит. Ну, с той поры, конечно, оба выросли, потому что и я, и она очень интенсивно практикуем. А тогда была вот примерно такая ситуация на листе. Я тогда экспериментировал с размытиями чернил и вот с этой историей, которая была пока не отработана. Ну, сами можете видеть, что происходило. Немножко там историчного контекста про коней, про статую, похожая статуя на Нарвских воротах в Петербурге. Ее делал Клод. А вот и я сижу и радостно рисую. И что у меня там? У меня параллель пен оранжевый. И это скетчбук Наташин, вот мой скетчбук. И я рисую с прищепкой, потому что ветер, потому что так удобней. Прям на порядке. И там можно заседать, и это довольно удобно, потому что ты не пишешься, везде все чистое. И ты можешь сесть практически в любом месте. Да. Я. В общем, вот. Такой набор для того, чтобы путешествовать. Тут я вижу какую-то коняшку, но это, наверное, аксессуар Наташи. Я, по-моему, без всяких коняшек ходил. И вот тут засели, удобное место для того, чтобы скетчить. И вот сам рабочий процесс. В одной руке перо, в другой аквабраш. И одновременно делаю размытие. А, это уже другой день. И это как раз утро 13 мая, когда я ехал из Пезаро в Рим. И такие замечательные, почему-то мне напомнили итальянские железные дороги, как, не знаю даже с чем сравнить, но, в общем, немножко поездки. И там церковь, Московский патриархат, вот куда я заходил, Николая Чудотворца, недалеко от хостела, где я жил. Вот, а это хостел, в котором люблю останавливаться, это Карлитос, но он такой веселый, забавный, и у него очень большая терраса наверху, можно отдыхать и смотреть на весь Рим. Это мои фоточки накануне отъезда из Пезаро, как раз утром, наверное. Вот, готовлюсь уже со всех сил. И немножко плова вечернего. И прощальные посиделки в кафе Маринелла с линерами и с каким-то эскизом. И ночной Пезаро, да. И вот еще я тогда, видимо, рисовал такой штучкой, называется Art Pen. Вот такая, но я, честно говоря, не очень. И рисовал как раз Санкт-Петербург. Вот это стрелка Васильевского острова. Вот тут Эрмитаж, тут Дворцовая площадь, тут Адмиралтейство. И начатая работа, не помню, закончил ли я ее. Я ее специально спрятал вот здесь, в Пезаро, в комнате у себя под столом. И не знаю, осталась ли она там, вряд ли.
И, в общем, это 17-й год. 17-й год, 13 июня я ломанулся из Пезера в Рим. Это было весело. А вот это уже 20-й год, и в Коммунария, где я проектировал вот этот храм, который вы видите, он многострадальный. Его очень долго не могут сделать. Я не знаю, что не дает людям сделать его наконец. Ну, еще проектировал для одного храма такую огромную дверь. Такая Гранде Лапорта. Весом по итогам обе створки были около 200 килограмм. И это внутрь двери. И предполагалось, что впереди еще будет, ну, на самом деле потом сделали, я покажу, такая резьба. Резьба очень основательная и любопытная, аутентичная. Железо по периметру, вес по 90 килограмм еще на тот момент, потом еще приходили структуры, и вот это все было для вот этого вот храма. Интерьер, который вы видите, это храм в Кабралово. Да, в Кабралово можно приехать и посмотреть. А вот это один из проектов. Тут танцует веселый чувак. Ну, это Unreal Engine. Да, визуализатор, и это человечки из Unreal Engine, поставленные на структуру, которую я отрабатывал. Тоже один из коммунарских проектов для поселка Пудамяги. Вариант концепции развития и восстановления элементов деревянного зодчества и создания большой структуры, которая может включать в себя очень-очень-очень много разных любопытных элементов. Ну, короче, в двух словах это не объяснишь. Ну, делал вот такой проект комплекса. Потом я его, наверное, дальше покажу, потому что он наиболее интенсивно развивается дальше. На этом году 13-го пошел и потанцевал. Это было неплохо и симпатично. Вот такие приключения архитектора-пейзажиста, поездки по миру. И я буду такой блог, где рассказываю, показываю каждый день. Каждый день из моих поездок по миру. Некоторые дни бывают повеселее, некоторые поскучнее, но я попробую. Такой формат, такой интересный формат, блог, что получится. Ну, в общем, это Рим. Я с нетерпением ожидаю, когда же уже закончатся все эти ограничения, потому что сидеть на попе ровно откровенно надоело, и нужно что-то делать, нужно куда-то ехать, нужно что-то как-то суетиться. Ну, в принципе, пока есть чем заняться и в России, и я так плодотворно провел прошлый год, и в том числе у меня стартовал вот этот вот преподавательский опыт в ВУЗе, в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете, где на кафедре ландшафтной архитектуры я преподавал ландшафтное проектирование. Вот, это супер интересный опыт. И так, дает некое понимание с другой стороны баррикад. То есть никогда уже студентами я был давно, да, но теперь и с той стороны, где преподаватели находятся, я понял, как обстоит ситуация. И это в вузовской программе, официальной вузовской программе проектирования. Это, блин, круто. И сейчас идут различные проекты, идут проекты на удаленно с Берлином. Сегодня будет одна встреча интересная. Ну, короче, жизнь кипит. В общем, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Уроки по моей графике внизу, по ссылке на сервис Boosty. Подписывайтесь. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем хорошего дня. Чао-чао.